Приветствую вас, дорогие друзья! Вы находитесь у меня в мастерской. Я Марина Акулиничева, кукольник и реставратор. Сегодня ко мне на реставрацию попали вот такие прекрасные пациенты. Вот этот малыш фарфоровый, а вот этот малыш очень реалистичный. Сейчас я вам покажу его поближе. Очень реалистично сделано лицо. Глазки красивые, очень стеклянные. Как же собрать вот такую куклу? Это кукла с мягким телом, набивная. Мягкое тело набивается в основном, вот вы видите, синтепон или что-то, какое-то волокно синтетическое. Вот этот малыш очень-очень тяжел. Утяжелитель гранулят, который вот здесь вот в животике, в ножках добавлен для создания такой натуральности. Очень красивые ножки с такими складочками, как у малышей, с пальчиками с такими. Очень реалистично сделан, красиво. Ну, давайте теперь я расскажу, какие у них проблемы. У этого малыша нет руки. Рука упала, разбилась, и теперь нужно ему сделать полностью ручку. Нужна замена тела. Сейчас я вам покажу тело. Тело выглядит вот так. То есть здесь что-то почернело. Вот вы видите. Это может быть и плесень, это очень опасно, если в доме есть дети, да, не только для детей, и для взрослых тоже. Поэтому, конечно, нужно обязательно такие вещи заменять. Сейчас я вам покажу вот этого малыша. И здесь то же самое, видите? Где-то что-то попало, может быть, вода или сырость какая-то, и не просохло тело, и сразу начала выступать вот такая вот черная какая-то плесень, да? Пятна какие-то некрасивые, нехорошие пятна. Ну что же, будем заменять. Так вот, как рычагом немножечко начала проталкивать вот эту шайбочку. И, по-моему, она пошла. Здесь, конечно, нужно... О, все, слава богу. Все. Мы ее победили. Итак, сразу, чтобы ничего не потерялось, все детали поскладывала отдельно в отдельные пакеты. Руки, ноги, вот эти шурупы. Вот, ноги держались вот на таких силиконовых хомутах. Я всегда ими пользуюсь, очень удобно. И все, что нам теперь необходимо сделать, это аккуратно распороть по швам все детали и скроить такие же детали. Ну, теперь аккуратно переносим в выкройки все наши детальки на новую ткань и будем выкраивать. Обязательно карандашом я отмечаю все места, где крепятся наши механизмы.
Итак, я сострочила все детали, метила отверстия, где будут проходить ноги и руки, присоединяться. Точно так же я сделала в самих деталях ручки и ножки. Вот такие вот отверстия. И теперь нужно все разутюжить, чтобы было все у нас аккуратно. И потом приступим к сборке. Вот это место, где мы проделали отверстие для шплинта, оно дополнительно, сейчас я вам покажу, вот таким вот образом дополнительно еще укрепляется с этой стороны, с внутренней стороны, таким вот кусочком круглым ткани, для того, чтобы немножко укрепить это место. Так, вставляем шплинт и выворачиваем нашу деталь таким вот образом до упора. Шплинт вставляем. И вот наша ножка. Все детали, как я вам уже говорила, я разложила по пакетам, чтобы они не потерялись, не деформировались. И точно так же я их буду вкладывать. Так, чтобы не нарушить конструкцию. И точно так же вставляем сюда аккуратно из двух частей синтепон, внутри гранулят, и опять синтепон и внутри гранулят. Подсовываем мягкую часть нашу так, чтобы наш шплинт остался с этой стороны, а здесь будет мягкая ножка. Хорошенько просовываем это все, эту часть. Так, и теперь вот эту часть. Все нужно аккуратно поправить, чтобы у нас ничего нигде не торчало. Итак, все детали у нас уже готовы к сборке. Разложили отдельно руки, ноги. Эти я уже сделала. Одну ногу я покажу вам, как делать. И тело. Тело не наполняем, поскольку нам нужно будет вставить все детальки, а потом уже наполнить тело. Значит, сажать все детальки я буду на такие же пластиковые хомуты, на которые были посажены руки, ноги, голова. И заводим наш хомут. Вот так он закрывается. Значит, заводим сюда. Проводим. Так, самое главное, чтобы он вышел сюда и было все правильно. Так, теперь вставляем ручку, не забываем про пальчик наш. И хомут должен лечь прямо в паз. Вот где у нас в руке вот этот паз, нужно попасть в паз. Закрываем наш хомут. Придерживаем. Находим правильное положение. Так. И застегиваем наш хомут. Смотрим, чтобы попал в паз. Так, поправляем. Пока что у нас не сильно еще закреплен он. И теперь можно закреплять. Вот это вот отверстие я зашью вручную. Все уже готово, зашито. Вставляем шплинты в отверстие и закрепляем. Смотрим, чтобы ноги и руки стояли правильно. Так, проверяем еще раз перед закреплением. И начинаем закреплять.
одеваем заглушки. Все. Вот таким вот образом закрепляем ноги и руки. Сейчас оденем хомут. Сюда вдеваем. Немного присобираем. Так. Достаем конец хомута. Присобираем нашу конструкцию, нашу горловину. Вытаскиваем хвостик. И теперь можно сажать голову. Сажаем голову и затягиваем наш хомутик. Вы не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки в поддержку моего канала и писать свои прекрасные комментарии, которые я с удовольствием читаю и отвечаю на ваши все письма. Пускай не обижаются те, которым я, может быть, не ответила вовремя, потому что вас у меня очень много. И на ютубе, и на инстаграме не успеваю отвечать всем. Уж не обижайтесь, но обязательно постепенно всем отвечу. Всего вам самого доброго, мои дорогие друзья, мои дорогие зрители, и до новых встреч. Пока-пока.